Всем привет! Сегодня приготовим торт Баунти. Торт несложный в приготовлении, получается вкусным и напоминает батончик Баунти. Сверху и снизу шоколадные коржи, а в середине нежная масса с кокосом. Сначала приготовим бисквит для торта. В миску кладем 125 грамм мягкого сливочного масла. Начинаем взбивать и постепенно насыпаем 100 грамм сахара. Взбиваем примерно 2-3 минуты. В эту массу по одному добавляем 2 яйца. После каждого взбиваем миксером. Наливаем 2 столовых ложки молока и опять взбиваем. В сито насыпаем 100 грамм муки, 2 столовых ложки какао и 1 чайную ложку разрыхлителя. Все просеиваем в тесто в 2 подхода. После каждого немного взбивая тесто миксером на низких оборотах. Готовое тесто еще раз перемешиваем лопаткой, снимаем муку по краям миски. Тесто перекладываем в форму, дно которой застелено пергаментной бумагой. Диаметр моей формы 21 см. Тесто равномерно распределяем по форме. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем примерно 40 минут. Бисквит испекся. Вынимаем его из духовки и даем полностью остыть, не вынимая из формы. Если есть время, то лучше бисквиту дать отлежаться ночь, так он будет лучше резаться и меньше крошиться. У бисквита срезаем верхушку. Получившийся корж разрезаем на 2 примерно одинаковые части. Я разрезаю корж с помощью кулинарной струны. Готовим крем для торта. В миску кладем 200 грамм сливочного масла. Наливаем 500 мл холодного молока. Насыпаем 1 стакан сахара и в самом конце добавляем полстакана манной крупы. Все ставим на огонь. Сразу же начинаем перемешивать венчиком. Варим крем на среднем огне, постоянно перемешивая, чтобы не было комочков. Доводим крем до кипения. После закипания варим его еще примерно 1 минуту и снимаем с огня. Сразу же в горячий крем насыпаем 200 грамм кокосовой стружки. Все хорошо перемешиваем до однородного состояния. Складываем торт. Берем кулинарное кольцо и на дно кладем первый корж. Между коржом и кольцом выставляем ацетатную пленку и зажимаем ее с помощью кольца. На корж выкладываем весь приготовленный крем. Аккуратно выравниваем его ложкой. Сверху все накрываем вторым коржом и прижимаем его к крему. Если любите более влажные бисквиты в тортах, то пропитайте коржи сахарным сиропом или молоком. Готовим шоколадную глазурь. В мисочку ломаем 150 грамм черного шоколада и наливаем 50 мл молока, нагретого примерно до 70-80 градусов. Оставляем на 3-5 минут, чтобы растопился шоколад. Прошло 5 минут, все хорошо перемешиваем. Если шоколад до конца не растопился, то его можно немного разогреть, поставив в микроволновку на 10 секунд. Приготовленную глазурь выливаем на торт. Равномерно ее распределяем по поверхности бисквита. Торт ставим в холодильник минимум на 4 часа, чтобы он настоялся и застыл. Лучше оставить торт на целую ночь. Торт застыл, снимаем кольцо. Переставляем торт на блюдо, на котором будем подавать его на стол. Аккуратно снимаем ацетатную пленку. Сверху по краю торт украшаем кокосовой стружкой. Торт Баунти получился сдержанно красивым и вкусным. Насыщенный шоколадный бисквит и много кокосовой начинки понравится всем и детям, и взрослым. Манка в креме совсем не чувствуется, готовится торт несложно. Вторым приготовим торт «Кокосовая принцесса». Фантастически вкусный и красивый, на вид воздушный и белый, как снег. Такой торт отлично подходит для новогоднего стола.
Сначала подготовим кокосовый бисквит. 4 яйца разделяем на желток и белок. Белки выливаем в чистую и сухую миску, а желтки в отдельный стакан. Белки начинаем взбивать и постепенно насыпаем к ним 80 грамм сахара. Белки с сахаром взбиваем до крепкой устойчивой пены. Во взбитые белки добавляем по одному желтки и перемешиваем миксером. В эту массу просеиваем 90 грамм муки в 2 подхода. Все аккуратно перемешиваем лопаткой, чтобы масса не осела. Во второй раз просеиваем оставшуюся муку и насыпаем 2 столовых ложки с горкой кокосовой стружки. Опять все аккуратно перемешиваем до однородности. Бисквитное тесто перекладываем в форму, дно которой застелено пергаментной бумагой. Диаметр моей формы 21 см. Тесто равномерно распределяем по форме с помощью ложки или силиконовой лопатки. Бисквит ставим в разогретую духовку до 180 градусов и выпекаем 35-40 минут. Бисквит испекся и уже остыл. Вынимаем его из формы. Срезаем ножом верхнюю запеченную корочку. Бисквит разрезаем на 2 примерно одинаковых коржа. Готовим кокосовый крем. Берем 600 грамм творога и кладем его в измельчитель. Насыпаем 70 грамм сахара и добавляем примерно 50-80 мл сливок любой жирности. Количество сливок зависит от влажности творога. Все измельчаем до однородности. Так как в мой измельчитель все сразу не поместилось, я измельчала творог в 2 подхода. Подготовленную творожную массу выкладываем в миску. К ней насыпаем 5 грамм ванильного сахара и перемешиваем. Сюда же добавляем 5 столовых ложек кокосовой стружки. Все перемешиваем до однородности. Крем готов. Готовим сироп для пропитки бисквита. В миску наливаем полстакана воды и насыпаем полстакана сахара. Ставим на огонь. Сироп доводим до кипения, кипятим 1 минуту и снимаем с огня. Сиропу даем остыть. Складываем торт. Берем кулинарное кольцо и в середину кладем первый корж. Между коржом и кольцом ставим ацетатную пленку. Все зажимаем кольцом вокруг бисквита. Бисквит обильно пропитываем сахарным сиропом. Сверху на бисквитный корж выкладываем половину приготовленного крема. Равномерно его распределяем по коржу. Второй бисквитный корж также пропитываем сахарным сиропом. Кладем корж пропитанной стороной на крем. Сверху на корж выкладываем вторую часть творожно-кокосового крема. Равномерно распределяем его по коржу. Торт накрываем пленкой и ставим в холодильник настаиваться примерно на 4 часа. Я поставила на целую ночь. Торт настоялся. Снимаем кольцо. Переставляем его на блюдо и снимаем ацетатную пленку. По бокам торт смазываем сметаной. Понадобится примерно 2 столовых ложки сметаны. Бока торта посыпаем кокосовой стружкой. Сверху торт тоже посыпаем кокосовой стружкой. Также сверху я украсила торт кокосовыми цукатами, но это по желанию. Торт готов, можно подавать на стол. Торт «Кокосовая принцесса» получился очень нежным и вкусным. Легкий кокосовый бисквит с нежным творожно-кокосовым кремом – это особенное сочетание, которое запомнится надолго. Готовится торт несложно и продукты самые доступные. Он отлично подходит для зимних праздников. Обязательно его приготовьте. Если вам понравился рецепт такого торта, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.